Привет, друзья! Сегодня пойдет разговор о анимометре. Но все, кто в теме по стрельбе, знают, что это такое. Если кто не знает, то это устройство, главная функция которого измерить скорость ветра. Ну, более продвинутые приборы включают и другие функции. Это температуру воздуха померят, давление и высоту над уровнем моря. Разговор пойдет не о Кесслере. Я как-то пользовался Кесслером 2500, но он стоял на балансе воинской части, поэтому на гражданке я его использовать не могу. Есть и другие продвинутые версии Кесслера 5700. Там вообще масса интересного. Ну, кому интересно, почитайте в интернете. Денег, правда, стоит. Будь здоров. Разговор пойдет вот о таком альтиметре. В принципе, аналог Кесслера 2500. Функции те же. Правда, размер будет немножко побольше, чем у Кесслера. Ну и главное отличие, в принципе, у Кесслера 2500 измерение ветра от 0 до 40 метров в секунду, у этого от 0 до 30. Поставляется в такой картонной коробке. В принципе, друзья китайцы тут на коробке написали, что могут выполнить и другие модели этой же фирмы. Но вот эта модель, судя по галочкам, самая навороченная. Bitmeter 100 WM. Внутри, как обычно, мягкий кейс. Я уже тут без вашего разрешения похозяйничал, вскрыл пакет и вставил туда батарейки. Батарейный отсек откручивается двумя винтиками, довольно плотно сидит, и поэтому у него функция, как его называется, влагостойкий. Ну, конечно, плавать с ним не получится, но он и не нужен в воде. Но дождь выдерживает без проблем. Вот вы видите, что он по размеру намного больше, чем Кесслер 2500. Но функции те же, как я сказал. У него 8 лопастей, 2 датчика холода. Ну, по функциям сейчас я вам расскажу. Ну, еще, да, на штатив можно поставить. Здесь у него гайка с внутренней резьбой, чтобы поставить на штатив. И рядом там с вашим инструментом, и вы могли видеть, что он показывает в данный момент. Есть точно такой же с Bluetooth версией. Я как бы не стал его брать, потому что баллистический калькулятор его не поддерживает. И нет смысла брать, а чисто на мобилу пересылать данные, смотреть на мобиле и потом заводить баллистический калькулятор. Ну, не вижу смысла. Проще уже здесь сразу посмотрел и ввел баллистический калькулятор данные. Тем более версия с Bluetooth, с одной стороны хорошо, да, вроде как бы на мобилу пересылает данные, с другой стороны у него не будет функции давления, да. Не будет показывать атмосферное давление. В этом показывает атмосферное давление, но зато нет функции Bluetooth. По-моему, это лучше. Ну что тут еще? В принципе, ремешок вкручивается в отверстие, на котором штатив ставится. Ну и инструкция, само собой. Как же без нее-то? Ну, правда, на нормальном языке, на английском. Все понятно, в принципе. Но я вам могу рассказать вкратце. Сейчас покажу поближе. Итак, вот так он выглядит. Корпус пластиковый, само собой. Здесь у него с боков такие резиновые накладочки, ну, чтобы из рук не выскользнул.
Ну и для дураков стрелочка, в котором нужно располагать к ветру. Направление ветра, естественно, не показывает, так же, как и в Кеслере 2520. То есть нужно его будет вот так вот крутить и определить наибольшую силу ветра. И потом уже считать данные из дисплея и внести в баллистический калькулятор. Ну или в уме посчитать и сделать поправки на вашем инструменте. Красная кнопка, естественно, включить. Нажали слегка. И все, включился. Есть функция подсветки. Вот кнопочка моды. Если ее подержать 2 секунды, включится подсветка. На солнце не видно будет, но в темноте очень хорошо светит, я проверял. Опять нажимаем 2 секунды, подсветку выключили. Так, выключим ее. Сейчас смотрю, горит. Так, выключил. Ну вот, вы видите данные на дисплее. В чем измеряется ветер, вы можете, конечно, поменять. Сейчас у меня стоит метр в секунду, я поставил себе. Но кнопочкой винт вы можете поменять отображение ветра в других единицах измерения. Нажали ее. Километр в час. Еще раз нажали. Получили в футах в минуту. По-моему, да, в футах в минуту. Еще раз нажали. В кнотцах. Ну, это морской термин в узлах. Еще раз нажали и получили мега, как-то в милях, короче, в милях в час. Тоже как-то морской термин, я как-то в этом, как свинья в апельсинах, поэтому не буду объяснять, что это такое. Нас интересует, в принципе, первая функция. Вот вы видите, данные изменяются. Самые верхние метры в секунду. Сейчас, по-моему, метры в секунду. Да. Ветерок слабенький. Листья шумят на деревьях, колышутся. Вот 1,4. Так. Кнопочка бару. Ну, понятно, что дело барометр. Нажали ее, получили давление. Сразу покажет как бы ин хектопаскаль, это в дюймах и гектопаскаль. Блин, даже не знаю, как вам это все дело объяснить. Короче, еще раз нажимаете, переходите более-менее в нормальный режим хектопаскаля. Ну, конечно, нам, европейцам и в частности россиянам, было бы лучше, если бы показывал в миллиметрах ртутного столба. Но что делать? Все производители как-то отказались от этих данных миллиметра ртутного столба и все стали делать гектопаскали. Ну, немножко скажу о миллиметрах ртутного столба и гектопаскалях, от чего отталкиваться. Мы все знаем из учебников школы, что 760 миллиметров ртутного столба это как бы средняя точка, выше или ниже которой погода уже будет меняться. То есть, если будет выше 760 миллиметров ртутного столба, то погода будет хорошей. Если ниже, давление низкое, чем 760, то погода портится. 760 миллиметров ртутного столба это 1013 хектопаскалей. Вот сейчас показывает 1037, то есть погода хорошая. Ну и видно, что солнышко, голубое небо. У прибора есть функция калибровки. Когда я его получил и включил, у него было давление 1024. Да. У меня дома метеостанция, на ней показывала 1026 гектопаскалей.
Есть возможность откалибровать. Калибровка идет по давлению, не по высоте. Хотя я нахожусь на местности, где по картам показано, что 8 метров над уровнем моря. Ну, как есть, так есть. Калибровка по давлению. Итак, чтобы откалибровать, нужно нажать кнопочку Alt, альтиметр, подержать ее. Хотя нет, сначала просто нажать, перейти туда. Да, вот будет 0,0 метров над уровнем моря внизу циферки. Нажимаем теперь ее и держим. Получаем давление, ну сейчас 1037. И в левом верхнем углу маленькими буквами мигает бар. И средними кнопочками вверх-вниз можем менять давление. Выставить нужное. То есть я вот по метеостанции своей ориентируюсь, а вы можете считать данные с прогноза погоды там или еще как. Так, поставлю 37. Да. Нажимаем еще раз кнопочку Alt, держим 2 секунды. Функции сохраняются, прибор выключается. Ну, еще раз включаем его. Так, включайся, давай. Вот. Ну, в данный момент 0 метров над уровнем моря, хотя вот, было бы хорошо, если бы можно было бы выставить и высоту. То есть переместился сейчас в другую местность, где будет высота другая, вы увидите, что поменялась высота. Я сейчас, в принципе, собираюсь прогуляться в лес, выгулять свою собаку. Там высота, естественно, поменяется, и данные будут другими. Так, продолжим дальше по функциям. Ну, кнопочка Alt я уже рассказал, для калибровки и для смены режима измерений. То есть вот сейчас 0,0 метров над уровнем моря, если ее нажать, будут футы. Меня устраивает метры. Так. Средняя кнопочка. Нижняя. Выводит на экран температуру воздуха. Сейчас у нас 27,1. Жарковато на солнышке. Если ее еще раз нажать, то будет в фаренгейтах. Если мы еще раз ее нажмем, будет показывать, сейчас показывает 39,5 влажность. То есть влажность в баллистическом калькуляторе, в принципе, тоже вводится, по крайней мере, в моем. Это влияет на пулю при выстреле. Баллистическая кривая меняется. Так, еще раз мы нажали и получили 10,7 градусов. И слева маленькими буквами будет ДП. Это, в принципе, точка росы. То есть, если температура упадет вот до этого значения, 10,7, то появляется роса. Еще раз нажимаем ее. И будет 51,3 в фаренгейтах точка росы. Еще раз нажимаем ее. Получаем 27,2. И слева маленькими буковками WCL. Это температура, ощущаемая человеком. Ну, в данный момент по ощущениям. Как бы вот 27,2. Если еще раз мы ее нажмем. Блин, не туда нажал. Вышел. Так. Еще раз нажмем ее. И будет у нас, так, это фаренгейты. Так, точка росы 9,4 в фаренгейтах. Точка росы. Так, ощущение по температуре человеком
27,2. Еще раз нажимаем. И то же самое в Фаренгейтах 81,3. Ну, ощущение человека температуры. Полезная вещь. Все вы, наверное, замечали, что прогноз погоды дают, например, зимой. Часто бывает такое. Например, -5. Температура воздуха, ветер 0. По ощущениям тоже -5. Ветер там 5-7 метров в секунду. И все по ощущениям будет, пока вам дадут, ну я так к примеру говорю, 8-10 градусов мороза, хотя на самом деле 5. Но это вот такая функция есть, то есть ощущение человека. Так, еще раз мы ее нажимаем и выходим в стандартный режим температуры воздуха. Так, из барометра я уйду, переключусь на ветер, нажму среднюю кнопочку, верхнюю. Так. Кнопочка моды. Что она нам дает? Она выводит показания ветра. Ну, как бы ветер будет показываться, но будет немножко еще другие дополнительные функции. Сейчас мы ее нажимаем. Появляется надпись Max. Максимальное значение ветра. То есть вы вот поставили у себя на штативе или просто в руках держите анимометр этот. Он крутится, показывает ветер. И если у вас на функция включена Max, максималка, то он вот, мерит там воздух там, 1 метр в секунду, там, 3 метра в секунду, там, 7 метров в секунду, потом опять 2 метра в секунду, 1 метр в секунду. А была максималка 7. И вот он покажет вам 7 метров в секунду максималка была. Если мы еще раз нажмем кнопочку моды, будет минимум. Вот, по нулям. Показывает, что минимальный ветер был по нулям. Ну, в данный момент у меня, например. И вот и как пример, например, тоже там то 1, то 7 метров, то 5, то 3, то опять 1. То есть минимум у вас покажет 1. Еще раз нажимаем кнопочку моды и переходим в режим АВГ. Это среднее значение. Но, в принципе, удобнее, да, заносить данный баллистический калькулятор из среднего значения. Потому что ветер временами может быть там и 3 метра в секунду, и 1 метр в секунду, когда-то 5 там. Ну и в среднем получается там 2,5 в районе 3 метров в секунду. Ну вот 3 метра вы и заносите. Это как пример. В принципе, лучше все-таки пользоваться реальным отображением. То есть выйти из этой функции, из АВГ. То есть в реальном режиме времени мерить ветер и стрелять в промежутке, когда ветер минимальный, либо его нету. Но одному сложновато это дело делать. То есть вы смотрите на анимометр, ловите вот эту ветряную паузу, и ветряную паузу нажимаете на спусковой крючок и делаете выстрел. Когда вы работаете с помощником, он вам скажет расстояние до цели и данные по анимометру. И он говорит, ветер падает. Там готовность номер 1. Раз, ветер 0. И, скажем, вот эта пауза, ну, например, хотя бы 2 секунды, если длится, то у вас помощник скажет, пауза 2 секунды, возможно, будет. Ветряная пауза. И все. Огонь по готовности. И в это время вы нажимаете на спусковой крючок, все, выстрел пошел, вы удачно попали в цель, ветряную паузу. Вот это я вам рекомендую. Что тут еще такого вам рассказать? Ну, функции автоматического отключения у него нету для режима сохранения батареек. То есть нужно будет нажимать кнопочку красную и выключать его. Прибор недорогой.
около $60. По сравнению с Кесслером 2520 это дешево. Так что нет смысла брать Кесслера. Отличие только, вот как я сказал, на 10 метров в секунду ветер. У Кесслера 40 метров в секунду максималку мерит, у этого 30. Ну и размеры, конечно, у этого больше, чем у Кесслера. Все. Остальное один в один. Все те же функции. Температура, высотомер, давление, точка росы и ощущение человеком температуры. Кстати, по поводу отключения анимометра. Он отключается через 3 минуты. То есть вы его включили, он работает у вас в режиме тестирования погодных условий, там ветер меряет и все такое. И если вы не трогаете кнопки никакие, то через 3 минуты он выключается, для сохранения режима батареек. Вот, в принципе, это достаточно хорошо. Я думал, что такой функции здесь нету. Батарейку показывает так же самое на дисплее. И вы можете контролировать ваши батарейки и вовремя их поменять. Это удобно. По поводу калибровки. То, что калибруется давление, да, это хорошо, в принципе. То есть вы сверились там с метеостанцией с какой-нибудь, либо по прогнозу погоды. Ну, прогноз погоды, видите, он может даваться, например, по городу, а вы живете, скажем, в 30-50 километрах. Я вот, скажем, там в 25 километрах от города живу, на который дается прогноз погоды. То есть, соответственно, у меня давление может быть другим. Ну, к примеру, там в городе 1025 гектопаскалей, а у меня 1030 или 1020 там на 5. Ну, сильно отличаться не будет, но будет отличаться там, ну, я думаю, в пределах 5. Но это когда в нормальную погоду, ну, скажем, вот солнышко, там небо ясное. В пасмурную погоду, в переменную облачность, скажем так, это будет очень неточно. Потому что в том же городе там прогноз погоды подали, и там, в принципе, солнышко. А у вас там на расстоянии там, 30 километров дождь поливает и тучки идут. Это нормально. И, соответственно, давление будет другое. И будет отличаться не в 5 единиц, а в 20 единиц отличаться будет. Поэтому калибруем, ну, в нормальную самую погоду. Если по прогнозу погоды. Ну, либо по метеостанции. То, что нет калибровки по высоте, это плохо. Вот, скажем, местность, в которой я нахожусь, на мой дом, по карте на высоте 8 метров находится. Я не могу здесь поставить 8 метров. Я откалибровал давление по метеостанции своей, и у меня стало здесь по нулям. А когда я включил, что-то показывал какие-то цифры, я вот не помню. Надо было запомнить. И вот когда я откалибровал, стало по нулям. Высота 0, ну а давление показывает 1 в 1 с метеостанцией. Потом уже, когда я вот походил тут немножко, выбрал более-менее местность, ну, по высоте другую относительно моего дома, то, да, вижу, альтиметр показывает высоты. Но он будет показывать относительно места калибровки, то есть относительно моего дома. Вот. А не относительно уровня моря. Вот это разница вот этого анимометра. Так, вот он уже, пока я с вами говорил, он выключился. Ну вот, как бы все по анимометру, по функциям. Вот так выглядит анимометр на штативе. Возьмем небольшой штатив, который вы часто, наверное, видели, в комплекте идет с различными строительными инструментами, там лазерным уровнем или еще чем-нибудь. Вот, поставили рядом с собой и смотрите данные по ветру.
Довольно удобный штатив, маленький, небольшой. Я думаю, его будет достаточно на стрелковые позиции. Пользуйтесь, хорошей идеей. Вот он сейчас крутится и показывает данные. Вот все, что я вам хотел рассказать об анимометре в этой модели. Если вам понравилось видео, ставим палец вверх. Ну, если не понравилось, конечно, вниз, без проблем. Ну и подписывайтесь на мой канал. Будут еще различные устройства, помогающие нам точно стрелять. В общем, всем пока. Удачи!